Всем привет! Я сейчас нахожусь в аэропорту Ниццы и вылетаю в Лондон, в Великобританию, чтобы там встретиться с представителями посольства Великобритании. И мы снимаем выпуск там про образование в Великобритании. Будет интересно, будем смотреть языковые школы, будем смотреть школы постоянного обучения, будем смотреть университеты. Я думаю, что каждому может быть полезно и интересно. Посмотрим, что у нас получится. Вперед! Мне сказали, что стоимость обучения здесь равняется чуть больше, чем 100 фунтов в неделю. 100 фунтов в неделю на рубли – это 600 рублей в час. Представляете, учиться в Лондоне 600 рублей в час. За 100 фунтов в неделю вы получаете 15 часов академических в неделю, собственно говоря. Вечерние курсы, скажем так, afternoon, да, видите, с 12:30 до 3:30 получается еще дешевле, да, то есть если утром учиться 172, то вечером 134, ну и так соответственно, вот здесь уже 8 недель, 647 фунтов всего получается. Смотрите, друзья, вот это остановка Angel, а здесь уже у нас получается школа, вот это Islington Center for English. Буквально 1 минутка, да даже меньше, от станции метро. Tesco, друзья, это один из популярных магазинов продуктовых в Лондоне. Tesco, Waitrose. Есть у них Selfridges еще такие есть. И здесь же в этом здании находится студенческая резиденция. Естественно, если я вам показал школу, то нужно показать также, где живут студенты, правильно? Эта комната стоит 285 фунтов в неделю. Школа, в которой мы сейчас были, находится в первой зоне Лондона, то есть это центр на самом деле. В Лондоне, чтобы вы понимали, 9 зон, да, то есть первая центральная и дальше уже по кольцами до 9. Лондонский аэропорт Хитроу вроде находится в 9. Для языковой школы, находящейся в первой зоне, цены, которые они предоставляют студентам, достаточно низкие, я бы сказал. Резиденция находится во второй зоне. Студенты могут жить в резиденции и, естественно, могут жить в семьях. Семьи для студентов выходят дешевле, чем резиденция. Вот цены на резиденцию, я сказал, ориентировочно 280-300 фунтов в неделю. Семья начинается от 150 фунтов. Но семья и находится чуть дальше, потому что вторая зона для резиденции — это достаточно центральное расположение. Меня часто спрашивают, когда я езжу по различным местам, о каких-то особенностях городских.
Так вот, к примеру, директор и владелец школы, Тим, в которой мы только что были, он ездит в школу постоянно на велосипеде в любое время года. И вообще в Англии очень сильно развита вот эта велосипедная культура. В Лондоне, в особенности в Кембридже, кстати. Кембридж, я бы назвал это британский Амстердам. В Амстердаме же тоже очень популярны велосипеды. Наше следующее место назначения – это университет. И университет очень необычный. А университет музыкальных искусств, консерватория, находящаяся в Гринвиче. Вот такая чемоданная жизнь, ребята. Улица, по которой я сейчас иду, здесь находится эта же школа. Когда-то считалась улицей с самым большим количеством ресторанов в Европе. И говорят о том, что в Лондоне нечего есть. Я полностью, категорически это отрицаю. Мы только что прошли мексиканский ресторан, вьетнамский, бары, пабы. Да, вот эти вот красные автобусы называются double decker, да? Двухэтажные. Если вы запланировали учиться в Великобритании, то обойдется это вам минимум в 10 тысяч фунтов. Я говорю сейчас про университеты. Я нахожусь вот сейчас на территории университета Гринвича. Это все территория университета. Мы сейчас идем в консерваторию музыкальную, танцевальную. Там занимается музыкой и танцами. Она находится на территории университета Гринвича. Сейчас входим в очередное здание консерватории. Это именно танцевальное здание. Сделалось каким-то сумасшедшим архитектором. Итак, подведем итоги. Учиться здесь, в консерватории, стоит 20 тысяч фунтов. То есть это значительно дороже, чем в средних университетах Великобритании. Но это стоит того. Консерватория, вот эта, входит в 13 самых топовых учебных заведений по трудоустройству. Выпускники этой консерватории работают во всем, что связано с музыкальной индустрией, оркестрами. Ну, акцент на классическое искусство, скажем так. Кстати, многие учебные заведения не примут школьников, которые закончили 11 классов в России, потому что система образования здесь отличается. Да? Здесь учатся дети на 1 год больше. Но консерватория наша
Видите, кстати, сколько здесь студентов. Слышно вам меня? Но консерватория может принять студентов и в 17 лет. Главное только пройти auditions, как это на русском. Вспомнил, пробы это называется на русском. Вот что вам надо пройти. Я приехал на станцию Ватерлоо с Лондоном, пока заканчиваем и отправляемся в Борнмут смотреть очередные учебные заведения.